Хозия Мэтьюс. Мошенник, джентльмен и вор. Хозия был лучшим другом Дача и его правой рукой вот уже долгих 20 лет. Умный и сообразительный, он может легко начать и закончить разговор буквально обо всем. Это было сказано из описания. Все, что мы знаем о прошлом Хозии, так это то, что он родился примерно в 1844 году. То есть на момент игры ему было 55 лет, и вот это уже очень вряд ли. На вид ему все 70, хотя такое действительно может быть как раз таки из-за времен. Люди выглядели на 70 уже в 50. В любом случае, он с дядюшкой самые древние представители банды Дача Вандерлинде. Хозия познакомился с Дачем при очень странных обстоятельствах, примерно в 1878 году. Они хотели ограбить друг друга, у них ничего не получилось, и они решили сотрудничать. Да, везде сказано, что Хозия и Дач вместе организовали банду, однако мы же с вами понимаем, кто король этого прайда. На первый взгляд, Хозия очень доброжелательный к членам банды. Он всех располагает к себе, помогает Артуру с медведем и делает все те же самые грязные делишки наравне с остальными. Однако, если мы покопаемся в глубине, то найдем интересные детали. Дач Вандерлинде был намного младше Хозии, однако не Хозия в силу своего возраста и опыта стал главным в семье, а именно Дач. Это случилось из-за того, что Хозия, во-первых, не стремился к правлению, а во-вторых, ему просто не хватало смелости заявить о себе. Кто-то скажет, мол, нет, он просто не хотел быть ключевой фигурой, а так сказать, работал из тени. Однако нет, дорогие мои друзья, любая фигура, работающая из тени, имеет под собой всего лишь страх быть на виду. Опять же, если быть очень наблюдательным, то далеко не все ограбления планировал именно Хозия. То есть мы можем сделать вывод, что он не был прям уж сильно расчетливым и сообразительным. В итоге именно Хозия прокололся с ограблением в Сен-Дене. Перед квестом есть маленький диалог, в котором Дач сомневается в плане Хозии, однако мы все-таки соглашаемся на план и благополучно наблюдаем за убийством нашего друга. Если вы считали, что Хозия Мэтьюс вам кого-то напоминает, то вы не ошиблись. В нем действительно есть черты Клинта и Иствуда, пусть и очень отдаленные. Официально это не подтверждалось, однако игроки тонко подметили этот момент. Мэтьюс также был женат, однако не очень долго. Бесси, его жена, на данный момент находится в мире ином, однако какое-то непродолжительное время они были вместе. Хозия и Бесси жили даже мирной, честной жизнью, однако вскоре вернулись к грабежам. Ничего об этом периоде времени о нем неизвестно. Очень тяжело составлять какой-либо портрет по человеку, который уже находится в преклонном возрасте. А для 1899 года, те же 50 лет, это уже преклонный возраст. Если почитать его биографию и характеристику на фандоме, то его описывают как очень умного и стратегического партнера Дача. Однако я с этим в корне не согласна. Да, были квесты, в которых он действительно хорошо соображал головой, однако тот же Чарльз был далеко не глупым и в сфере, например, охоты и убийства более искусен, чем Хозия. Мы помним квест с медведем, где Хозию подвел уже его возраст, и вместо того, чтобы молча ждать медведя, мы в итоге получили раненого Мэтьюса, и, ну если уж очень повезет, можно завалить медведя, и то вряд ли. С первого взгляда кажется, будто Хозия это кладезь знаний и опыта, однако если приглядеться, то это всего лишь его внешняя оболочка. Но есть один важный момент. Хозия был первый, кто стал подозревать Дача, что тот сходит с ума. Именно с Хозией начинаются мимолетные разговоры внутри лагеря о том, что происходит что-то не то. Именно Хозия начинает понимать, что это начало конца. Пока остальные занимались насущными делами, Хозия был крайне наблюдательным и делился своими мыслями с Артуром. И я не ожидала, что Хозия умрет. У меня даже мысли не было, что его убьют. Я не могла поверить, что такое вообще возможно. Однако нас ранили в самое сердце. Хозия Мэтьюс был очень добродушным человеком. Он умел развлекать людей, и в квесте «Реклама нового искусства» он с легкостью развлекал народ и отлично общался с главой семьи Брейтуэйтов, Кэтрин. Мне, кстати, казалось, что между Кэтрин и Хозией будет какая-то любовная линия. Я правда не знаю почему, но они бы так хорошо смотрелись. А в итоге ни любовной линии, ни Хозии обломали по всем фронтам. Представляете, если бы Хозия остался с Кэтрин, она бы подобрела, мы бы подружились с семьями, то есть банда Дача и Брейтуэйты, или же Хозия просто бы остался с ней и была бы любовь. Ну ладно. Мэтьюс не просто так активно не участвует в боях, он является сторонником более мирных грабежей, незаметных и хорошо проработанных, однако даже его планы дают течь. Как говорится, все предсказать невозможно. Вот и он не смог. Хозия мог бы стать отличным дедом, добрый, по-своему чутким и интересным. Учитывая, насколько он красноречив, его внуки могли бы слушать часами истории о великом и смелом Хозии Мэтьюс. Заслужил ли он мирную и добропорядочную жизнь? Нет. Его поступки, его жизнь состояла из убийств, грабежей и ненужных жертв, однако так было не всегда. Какое-то время Хозия был актером, правда, где он выступал, так и неизвестно. А уже в зрелом
возрасте переступил черту, после которой к обычной жизни он уже не смог вернуться. В итоге ни детей, ни внуков, ни жены и никакого наследия. Хозия умер, прожив большую часть своей жизни абсолютно никчемно, подло и скрываясь от законников вместо того, чтобы уснуть в теплой кровати со своей супругой на своей ферме и быть по-человечески счастливым.